Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Александр, Северный поток воскрес, но пока лишь в заголовках мировых СМИ. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался указаний американского ЦРУ и не отменил диверсию на газопроводах Северный поток-1 и 2, пишет Wall Street Journal. Другие. Пьяный вечер, арендованная яхта, реальная история диверсии на газопроводе Северный поток. Александр, пока ищут водолаза в маске и ластах, удобно успевшего покинуть территорию Польши. А прокомментируйте, пожалуйста, а северные потоки вообще реально ли восстановить? Нужно ли это России? Сможем ли восстановить добычу газа? И нужно ли это Европе? Ваше мнение? А если кратко, и вот отталкиваясь от тех аспектов, которые Максим, о которых спрашивал Максим, то ситуация следующая. Давайте обозначим. Технически восстановить Северный поток первый возможно. Да, нужно будет провести оценку, нужно будет заменить трубы поврежденные, нужно будет внутри провести диагностику. То есть все, что повреждено, надо будет заменить. А сколько это будет стоить, неизвестно, потому что это будет известно только после того, как будет проведена диагностика и соответствующая оценка необходимых материально-технических ресурсов, которые потребуются для замены всего этого безобразия поврежденного. Можно ли поставить российские газоперекачивающие агрегаты «Ладога-32»? Да, теоретически можно. Я тут, правда, поправлю. Газоперекачивающие агрегаты на компрессорной станции «Портовая», вокруг которых вот эти все пляски были в 2022 году, это не ГПА компании и турбины там, не компании Siemens, это турбины компании Rolls-Royce, с которой в 2008 году еще был заключен контракт на поставку этого оборудования. Просто потом это производство, расположенное в Канаде, было продано Siemens, поэтому Siemens занимался обслуживанием этих турбин, и, соответственно, машинерии в газоперекачивающих агрегатах. Если будут соответствующие договоренности, ничто не помешает Сименсу отвести все турбины, которые сейчас невозможно эксплуатировать, провести капитальный ремонт, вернуть эти турбины, установить. То есть можно и наши поставить, поставить. Можно отремонтировать имеющиеся турбины и их запустить. Можно трубу восстановить. Но главное это не в этом. Техническая возможность в текущих условиях не говорит ни о чем. Техническая возможность говорит о довольно-таки виртуальной вещи. Более того, я считаю, что несмотря на техническую возможность восстановления, восстановление, можно сказать, невозможно. Почему? Потому что «Газпром» обозначил свою позицию, которая заключается в следующем. Еще в 2022 году обозначил свою позицию. Вы, уважаемые европейские партнеры, подписываете бумагу, в которой говорите, что вы гарантируете закупки газа. То есть не просто говорите, неплохо бы Северный поток восстановить. Притом это должны сказать руководители и Германии, и Европейского Союза в целом. Понятно, что потребителя, если спросить, там компании 5 имели контракты в Германии, в одной только Германии, имели контракты с «Газпром Экспортом» на поставки газа по Северным потокам. По Северному потоку. И вот если эти компании спросить, они скажут, возможно, кроме Юнипер, которая теперь принадлежит государству, у нее теперь своего мнения нету на этот счет. Они скажут, да, Северный поток восстановить, очень хорошо, давайте, завтра, лучше всего, прямо сейчас начинаем это делать. Но их мнение сейчас, опять же, мало кого интересует. Интересует позиция руководства Германии и еще больше интересует позиция Брюсселя, руководство Европейского Союза. То есть они должны гарантировать, что этот газ будет куплен. То есть вы не просто начинаете восстанавливать Северный поток, а потом покупатель, или точнее руководство стран, руководство стран, на территории которых эти покупатели находятся, вам скажут, а вы знаете, мы передумали. Мы передумали, нет, нельзя вам эксплуатировать Северный поток. Вот как Северный поток-2. Вот его нельзя, и вот это тоже нельзя. Кстати, про Северный поток-2. Технически, опять же, если мы про технически говорим, одна из двух ниток Северного потока-2 вроде как находится в рабочем состоянии. Более того,
Ее можно на компрессорной станции, которая обеспечивает, ну, должна была обеспечивать прокачку газа по Северному потоку-2, установлены Ладога-32, то есть наши газоперекачивающие агрегаты, которые вообще никак нельзя заблокировать какими-то санкциями, вот этой всей истории. Нет, пожалуйста, можно начинать эксплуатировать эту нитку сейчас. Вот, хорошо, после некоторой технической подготовки можно вот в ближайшее время начать прокачку. А почему она не начинается? Потому что нет разрешения на эксплуатацию Северного потока-2. Если бы покупатель не в лице компаний, которые покупают, а в лице руководства региона высказал свое согласие, выдал все необходимые разрешения, ну, 20, дополнительно 27,5, а по сути даже почти 30 миллиардов кубов газа можно было бы получать по оставшейся магистрали. Это, для понимания, примерно равно тому объему, который европейские покупатели получат по трубопроводам из России в текущем году при сохранении текущих объемов поставок по турецкому и по украинскому маршрутам. Это одна труба заменяет украинский маршрут и маршрут, действующую часть украинского маршрута и турецкий коридор. Вот, пожалуйста, по мощности одна нитка вот этого самого Северного потока-2. Есть какие-то движения в эту сторону? Нет, конечно. И быть их не может, потому что в рамках действующей парадигмы в Европейском Союзе любые движения в эту сторону – это капитуляция. Это капитуляция перед лицом Российской Федерации. Это недопустимо. То есть может ли в здравом уме политик, который до этого кричал на тему избавиться от зависимости от российского газа, вообще избавиться от зависимости от ископаемого топлива, под нашей под нашей руководящей дланью вы идете в светлое будущее. Знаете, ручка так поднимается, от сердца к солнцу буквально у этого замечательного лидера. Вот. И может ли этот лидер в какой-то момент сказать: вы знаете, ребят, передумала я, ну или передумали мы, вот тут вот все собрались, вот передумали. Мы вот думали, давайте дружить, давайте вот кот Леопольд к нам пришел, сказал: ребята, давайте жить дружно, и вот мы, мышата, белый и серый, решили, все, мы теперь будем дружить. Нет, это невозможно, никак. То есть без довольно серьезных подвижек в политических кругах, в политике как таковой. Круги-то ладно, в самой политике Европейского Союза это невозможно. То есть техническая возможность не означает возможность в реальности никак. Вот, при том, что да, технически, пожалуйста, восстанавливаем, запускаем, все работает, все прекрасно. Сколько это будет стоить, еще раз, неизвестно. Для этого необходимо провести диагностику. Ну а Северный поток-2, если бы был нужен, если бы была готовность, да хоть сейчас, подписывайте бумаги, поставки пойдут. Это опять же, необходим ли Северный поток, необходимо ли его восстанавливать? Нету особой необходимости. Далее я замечу, что мы тут с коллегами по инфотеку посчитали, получилось, что за первые 5 месяцев текущего года, ну более свежей статистики нет пока, в Евросоюз потребил 155 миллиардов кубов. За первые 5 месяцев 2023 года 160 миллиардов кубов. 2023 год был худшим годом за более чем 20 лет с точки зрения потребления газа в Европейском Союзе. Для понимания, в 2021 году в Евросоюзе потребление газа составило 415 миллиардов кубов. В 2022 363 миллиарда кубов, вот по данным Евростата. Мы вам тогда говорили, будет где-то 260, 265, 263 миллиарда кубов в итоге получилось. В прошлом году 330. Итак, 415, 2021 год, 363, 2022 год, 330 миллиардов, 2023 год. В текущем году практически нет шансов, что Евросоюз увеличит потребление газа. Соответственно, возникает вопрос, а куда везти? У нас тут обычно говорят: СПГ из США, вот это американцы захватили европейский рынок. Вы знаете, компания Total, которая является основным поставщиком американского газа на европейский рынок, основным американским, если угодно, даже поставщиком, вот, она отчиталась, что за первое полугодие поставки сократились газа, который она везет в Евросоюз, потому что, вы не поверите, отсутствует спрос.
Поэтому все вот эти концепции, в рамках которых американцы взорвали Северный поток, чтобы захватить европейский рынок газа, который к тому моменту уже сыпался, вдруг кто не знает, а он сыпался к тому моменту, этот рынок, с 21 года, со второй половины 21 года начал он сыпаться. Хорошо, чтобы совсем с 4 квартала 21 года он начал сыпаться. И уже все было понятно в начале 22 года. Так вот, американцы, если они вот в этой парадигме бы действовали, были бы круглыми идиотами, вы знаете. То есть, смотрите, идея какая, как у нас рассказывают лидеры общественного мнения некоторые. Американцы взорвали Северный поток, чтобы продавать в Европу свой дорогой сжиженный природный газ. Такие американские компании, как Total, Shell, BP, кивают, говорят, так, интересно, мы записываем. Рассказывайте, как мы там продаем этот дорогой американский газ. Так вот, значит, дорогой американский газ, да? После чего получается, ну так, если смотреть статистику, потребление газа падает, продолжает падать, потом опять продолжает падать, а потом и цены снижаются. У меня вопрос. Не кажется ли вам, что во всех этих рассказах про дешевый российский газ, который шел в Европу, про американцев, которые взорвали, чтобы СПГ туда продавать, чтобы дорогой СПГ, вот, что вот в этих всех рассказах как минимум два идиота присутствуют – Россия и США. Ну, как бы при том, знаете, таких очень коварных, очень прям вот себе на уме, но очень тупых игрока, вот прям предельно тупых, которые не способны на шаг вперед подумать. Даже не на два, на шаг вперед. Вам не кажется? А вот мне почему-то так кажется. Притом, считаю ли я, что Штаты замешаны в том, что произошло на северных потоках? Да, я именно так считаю. Но это не имеет никакого отношения к поставкам сжиженного природного, дорогого сжиженного природного газа. Сжиженный природный газ, дорогие друзья, вдруг кто-то из лидеров общественного мнения нас послушает. Пожалуйста, услышьте. Ценообразование в Европе привязано к биржевым котировкам европейских газовых бирж. Весь газ, который в Европе продается исходя из этих котировок. То есть никто не привозит свой газ и не говорит: покупай, $800. В то время как биржевые котировки 400. Ему просто покрутит пальцем у виска, скажет: в смысле? Да, кстати, если вы тут хотите рассказать, но все равно там цены росли, и цены-то росли после взрыва на северных потоках. Да. Знаете, насколько быстро цены после взрывов на северных потоках стали расти? Настолько быстро, что они росли еще с июня 2021 года. А в декабре 2021 года, 21-го, взрыв в сентябре 22-го, а в декабре 2021 года биржевые котировки в Европе до $2000 за 1000 кубов поднимались. Вот так заранее, понимаете, рынок отреагировал на этот хитрый план. А вот с точки зрения доступности ресурса, с точки зрения снижения инвестиционной привлекательности, с точки зрения снижения темпов роста китайской экономики, которая выстраивала взаимоотношения с Европейским Союзом, да, вот здесь уже открываются какие-то вменяемые последствия вот этих взрывов. А не: мы сейчас продадим им свой СПГ, правда, почему-то поставки СПГ снижаются. Ой, а что такое? А что случилось? Экономика наворачивается, вот что случилось. Резюмируем. Северные потоки восстановить можно, но нельзя. И самое интересное, что люди, которые занимаются расследованиями этого террористического акта, во-первых, не классифицируют как террористический акт, потому что, не дай боже, вы что. А во-вторых, стараются ничего не узнать по этому делу, потому что им, этим людям, которые занимаются расследованиями, как мне кажется, вот мое личное мнение, очень страшно что-либо узнать и огрести последствия после того, как ты что-то узнаешь. И вот, к счастью, для них появляются вот эти дурацкие статьи с дурацкими рассказами. Не первый раз, не последний. Великие какие-то журналисты прошлого всплывали со своими версиями. Потом другие какие-то истории всплывали. Теперь третьи истории всплывают. И еще много чего всплывет. Потому что такие истории обладают чудесным свойством. Они не тонут, они всплывают. На этом, дорогие друзья, все. Всего хорошего.
Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, с учетом креатива нашей Государственной Думы в отношении замедления, блокирования Ютуба, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где бы вы это видео не смотрели. Будем собираться там, а дальше решим, куда двинем. Также в комментариях и описании к данному видео будут реквизиты для донатов. Подписывайтесь на наш спонсор, поддержите нас рублем. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.